Друзья, всем привет! Приветствую всех, кто сегодня заглянул на мой канал. Сегодня хочу продолжить тему. Это, так скажем, будет как вторая часть продолжения нашей темы о бумеранге. Поговорим сегодня об этом. И очень много было комментариев по этой теме. Некоторые, конечно, писали, что не согласны с тем, что есть нечто такое, как бумеранг, что это работает, но у каждого свое мнение, и каждый имеет право на свое мнение, но хотелось бы вот больше раскрыть эту тему, чтобы многие могли понять все-таки, что это работает. Не собираюсь никого убеждать в этом, но приведу примеры для своих зрителей, опять же, опираясь на сегодняшнюю ситуацию, то, что сейчас происходит. И опять же, история покажет нам то, что действительно это работает. И приведу в пример историю, которая очень-очень схожа вот с той, которая сейчас происходит. Да? Как-то давно мои родители общались с семьей, да, общались с семьями по соседству. Семья очень-очень благородная, очень образованная, и муж, и жена. И с детьми мы были примерно одного возраста и достаточно тесно, близко общались с семьями. Отец этого семейства был очень образованным человеком, 2 высших образования, он изучал языки и даже практиковал в Тунисе арабский язык очень долгое время. То есть у него был интерес уже тогда вот к чему-то такому восточному, неизвестному, чему-то такому новому, да, очень образованный человек, интеллигентный, очень вместе с этим креативный, он очень красиво рисовал. Но в характере его где-то очень глубоко скрывался вот тот самый дух воина, патриот, он очень был такой активный. И вообще свою гражданскую позицию очень активно всегда выражал и пытался участвовать вот во всех переменах страны и в целом жизни. Вот такой политической, скажем так. И на тот момент война шла в Афганистане, и он решил туда отправиться. Вот где-то ему нужно было выплеснуть эту свою энергию и применить эту энергию, и хотелось ему поучаствовать в этом. Вот если проецировать эту историю на сегодняшнее время, можно отметить то, что угрозы для него лично и для его семьи никакой не было. К нему никто домой не приходил, никто не пытался как-то захватить его территорию, его земли. То есть не было такой острой необходимости в его участии в этом во всем. Но вот ему хотелось, то есть был какой-то в нем, видимо, внутри протест, как-то он был не согласен с происходящим, и вот решил пойти и как бы внести свой вклад, да, свое участие в этом во всем. Он отправился и прошел достаточно длительный путь на этой войне, вернулся оттуда. И я хочу отметить такой момент, что любой человек, неважно, насколько сильна его психика, участвуя вот в подобных действиях, в любом случае получает травму. И наблюдая вот за всеми этими событиями, которые там происходят, те же, например, тела, кровь и так далее. Это все оставляет очень огромный отпечаток на психике человека, даже того, кто привык
это видеть, например, у кого есть уже опыт участия в подобных действиях. И вот когда он вернулся, видимо, у него было такое вот понимание, сознание того, что вот он как-то имеет силу, руки у него развязаны, он может сделать что-то больше, чем все остальные. И закралась у него такая мысль, что когда он отсутствовал, его супруга изменяла ему или какая-то история у нее была своя. То есть он вот как-то в это поверил и начал свое такое маленькое расследование. Нашел молодого человека, с кем у его жены было общение. Но это общение было в связи с тем, что его супруга была из небольшой деревни, скажем так, и там был друг детства, с которым она общалась периодически на протяжении всей жизни, да, так как не было интернета, не было вот такого ресурса, через который ты можешь с человеком общаться, ты мог общаться только когда ты посещаешь место своей родины и так далее. И вот он, это все разузнав, вычислив этого парня, он, кстати, был очень таким спокойным человеком, он был учителем, он поехал и нашел его, этого учителя. И через какое-то время стало известно, видимо, может быть, он следил за ним, как-то наблюдал. То есть он вынашивал эту мысль, и был уже некий такой план в его голове, как это все сделать. А так как у него уже был достаточно богатый опыт участия, я уже сказала, да, вот в подобного рода действиях, он уже, видимо, знал, как правильно так сделать, чтобы замести следы. Это невозможно было доказать. И все так спланировал, что впоследствии родители этого парня, после того, как он был застрелен, кстати, не смогли доказать его вину. То есть все подозревали, все подозрения были конкретно на него, так как я уже сказала, парень был учителем в таком селе и никому, ну, скажем так, дорогу не переходил. И вот именно все подозрения падали на него. Но доказать никто ничего, к сожалению, не смог, потому как это достаточно хорошо все было спланировано, продумано. И вот, знаете, прошло какое-то количество времени, небольшой отрезок времени, и этого отца семейства убивают в бытовой драке. И это произошло все внезапно, также неожиданно. И вот опять же, да, сила бумеранга и как он работает. Естественно, остались дети, осталась жена-вдова, и для всех это было большим горем и несчастьем. Но я хочу отметить то, что люди, которые участвуют в подобного рода действиях, особенно когда ты идешь это делать осознанно, намеренно, ты не защищаешь свое, а ты идешь ради каких-то своих вот убеждений, принципов, ради своего эго. Они не осознают, что они портят себе, опять же, карму и включая в это во все свое потомство, своих близких и родных людей. Его семья очень трагически вообще вся распалась. Его супруга умерла в возрасте 40 с чем-то лет от болезни.
достаточно тяжелой, и дети его остались практически без отца в раннем очень возрасте. Младший сын его вообще не помнил, ему там было 3 годика буквально. Но и остались впоследствии без матери. И, соответственно, перенять вот это все от родителей, вот ту философию, которую они несли, достаточно такая была приятная семья, да, интеллигентная. Дети не смогли, каждый пошел своей дорогой. То есть фактически вся семья развалилась. Ничего хорошего ни для кого это не принесло, абсолютно. И опять же, возвращаясь к сегодняшнюю реальность, сегодняшние дни, я могу сказать, что многим следует задуматься, хотите ли вы вовлечь вот в свои какие-то идеи и в свои убеждения свое потомство, своих близких людей. Не считаете ли вы, что с остальными тоже нужно считаться? И, как правило, я уже говорила в первой части нашего разговора, что не всегда отвечают на 100% те лица, которые совершают вот такие злодеяния. Как правило, отвечают за все это впоследствии дети, внуки и так далее. И я хочу сказать, что и эти дети несчастливы в данный момент, и не все у них хорошо, скажем так, им достаточно тяжело живется, непросто. И опять же, они эту карму, да, которая им передана по роду, они понесут в свою жизнь и уже передадут своим детям. Поэтому очень нужно об этом часто задумываться. И поверьте, каждый человек, совершая зло в душе, в глубине души, как говорится, где-то очень глубоко осознает, что он поступает неправильно, но при этом оправдывает свои такие действия теми мыслями, что «а может быть, мне за это ничего не будет», или «я не буду это воспринимать слишком близко к себе, и это меня как-то обойдет». Но это не так работает, это работает все совершенно более на эфирном таком плане, да, и, можно так сказать, каждое твое действие записывается в отдельную такую книжечку, да, в отдельный блокнотик, и это уже зафиксированный такой шаг. Какой бы ты ни совершал шаг, он уже где-то зафиксирован, и если это зло, тем более оно будет наказано. И я хочу вам сказать, что совершая подобные действия, нужно обдумывать их дважды, не принимать поспешных не принимать поспешных решений, не делать поспешных выводов. Стоит вот эту свою, да, переждать, как бы отложить это свое решение, чтобы потом не на горячую голову принимать решение, а спустя какое-то время подумать, действительно ли ты именно этого хочешь, или это навязано обществом тебе, да, вот какое-то решение. Или, возможно, даже есть такие случаи, где не сам человек вот хочет, да, чего-то, а ему навязывают это близкие люди, там какое-то близкое окружение. И также вот была затронута в комментариях тема о животных. Вот, дорогие мои, еще хочу затронуть эту тему. Хочу вам с уверенностью на 100% сказать, что за животных прилетает точно так же. Очень, даже можно сказать, что более это все нагляднее, чем когда вы там, например, обидели кого-то или поступили как-то неправильно, да, с человеком. На животных это еще больше все отображается потом в вашей жизни. Когда вы обижаете животных, когда вы убиваете их, когда вы плохо к ним относитесь и так далее. Вот опять же пример.
из моей личной жизни. В детстве, ну, как все дети, да, выходят там на улицу и детворой проводят время, играя, как-то вот, да, проводя досуг свой. Был у нас мужчина, жил недалеко, и он каждый день выгуливал собаку. Не помню, не могу сказать сейчас, что за порода, но эта собака была огромная, я вам хочу сказать. И у него было такое хобби. Каждый день, выгуливая свою собаку, он травил их на кошек. И каждый день этой собакой была убита какая-то кошка, потрепанная. И, соответственно, потом это все заканчивалось, сами понимаете, чем. И была женщина, с ее внучкой мы, кстати, очень тесно общались, она постоянно, ну вот как все пенсионерки, да, проводила свое время в большей степени дома. И каждый день наблюдала эту картину. И каждый день орала вот просто нечеловеческим голосом этому мужику, что ты делаешь, сволочь, зачем ты это делаешь. И он, знаете, смеялся вот таким ненормальным смехом, оскорблял ее такими нелицеприятными словами, что, мол, засунься, это не твое дело, и не смей мне там указывать, как мне поступать, я сам знаю, займись чем-нибудь другим. И вот такого рода в свой адрес она каждый раз слышала оскорбления. Потом я не могла наблюдать вот за этим всем, но это было каждый день, дорогие мои, чтобы вы понимали, то есть он это делал осознанно, намеренно, это было своего рода развлечение в его жизни, то есть взрослый мужчина не занимался своим каким-то саморазвитием, да, там, не каким-то хобби, а вот таким вот каким-то юношеским недоразвитым развлечением. Впоследствии, через какое-то время, мой близкий родственник рассказывает мне о том, что этот мужчина заболел раком, у него обнаружили рак, и очень скоро он скончался, то есть за какой-то очень-очень короткий срок. Это все длилось недолгое время, но до его болезни произошла трагедия в жизни их семьи. Его старший сын ехал в общественном транспорте, и обычная бытовая авария, что не часто, да, случается, не так часто, естественно, бывает такое, но не так часто. Врезались два автомобиля в друг друга, и все пассажиры, которые были в этом общественном транспорте, получили незначительные такие царапины, можно сказать. И один единственный пассажир получил травмы, несовместимые с жизнью. Это оказался его сын. Очень трагично они все это переживали, естественно. Родители вот в скорости у него обнаружили такую тяжелую болезнь. Он скончался, а мать на этой всей почве, вот за чередой вот этих неприятных всех событий, у нее настолько была сильна психическое расстройство, да, что она просто на этой почве помешалась. И настолько, что вот ей уже нужен был квалифицированный просто специалист, да, ее нужно было даже вот в какую-то клинику, возможно, определить, чтобы ей помочь, или какой-то специалист нужен был, который бы ей помог выйти из этого состояния, потому что там уже такое неадекватное восприятие даже вообще всего мира было. Поэтому, дорогие мои, вот об этих вещах нужно чаще задумываться. И кто бы что ни говорил,
в любом случае я убеждена, что бумеранг работает, и он показывает всегда на примере твоих близких, ты проживаешь вот действительно такую серьезную травму, если ты кому-то доставляешь вот такие муки и неприятности. Вместе с этим хочу затронуть тему вот тех самых храмов, да, и то, как люди относятся вот к теме того, как нужно верить и, ну, как должно это все происходить. Я и мои близкие люди очень многим помогали бездомным животным и помогаем, так как я сейчас живу очень далеко и у нас тут это не практикуется, но тем не менее стараюсь либо финансово как-то помогать, ну точнее, чаще всего это так и происходит, потому как это действительно должны делать люди. И чем больше людей начнет это практиковать в своей личной жизни, дорогие мои, тем мир наш станет лучше и, скажем так, милосердие, оно проявится в большей степени, нежели оно сейчас существует. И вот был у нас такой случай. Была у нас собачка, ну, бездомная. И вот она должна была вот-вот ощениться. И еще там была такая старушка, которая вот... Очень многие старушки, дай бог им здоровья, занимаются вот такой благотворительностью, да, помогают кто котикам, кто собачкам. И вот одна старушка, она вот как раз-таки постоянно помогала вот этим собакам, бездомным, несчастным. И кто бы там что ни говорил, что там они опасны или еще что-то, поверьте, за все время, что мы имели практику в этом деле, никогда никаких происшествий не происходило. Они происходят лишь в том случае, если человек неадекватно сам себя ведет и не проявляет интерес к вот этому животному. И произошла такая история, что мы искали вот где бы ей ощениться, да, потому что это должно было вот-вот произойти. Думали потом этих щенят раздать, кому-то дать, возможно, объявление, чтобы кто-то нашелся. И в итоге эта старушка уже на опыте, да, имея опыт, она говорит, да вот сделаем будку, и вот чтобы она там родила, потому что люди отовсюду прогоняют их, не дают им нигде осесть, хотя они являются детьми улиц. Это их дом, чтобы все понимали. Это их такой же дом, как ваш дом, в котором вы ночуете, проводите время, где вы рожаете детей и так далее, где вы их воспитываете и растите. Это их дом. Улица – это их дом, это нужно понимать. То же самое касается и диких животных, куда человек лезет и пытается там, да, навести свои порядки, а потом удивляемся, почему же вот мир вот так ведет себя по отношению к вам, да, именно планета, Земля и так далее. И мы сделали вот такую будку, да, с ее помощью, и она решила, ну вот как любой возрастной человек, который ходит в храм, молится постоянно, там каждый какой там, да, вот график даже определенный есть, там по выходным или как там ходят. И она говорит, я бы хотела ее поставить там, рядом. Но так как не было места, да, вот в округе, всем она мешала везде, понимаете? Там людям, там еще кому-то, там где-то кому-то, опять же, она мешается. То, что, да, там другие какие-то сооружения есть и везде там постройки, это никому не мешает. А вот будка такая маленькая, которая не занимает много места, она мешает всем. И вот она изъявила желание, говорит, давайте поставим там. Ну,
честно говоря, я к этому скептически отнеслась. Я знала, что это ни к чему хорошему не приведет. Хотя место было выбрано не на территории храма самого, да, а именно недалеко, там вот, ну, можно сказать, несколько метров. И вот ощенилась эта собака, у нее было 5 щенков, и вы не поверите, мы столько сил вложили в это во все, но это не одна такая история на самом деле. Но почему-то мне захотелось еще вот затронуть эту тему. Мы столько сил вложили, даже мы ходили ночью, чтобы теплую еду носили, чтобы этим щенкам принести, чтобы они поели и смотрели, чтобы они не замерзли, потому как зима была достаточно суровой именно тогда. И там и вещи носили туда, чтобы им было тепло. То есть очень-очень много сил вложили, не говоря уже об этой старушке, которая там, можно сказать, ползала, заползала туда, чтобы им там вот это все расставить, чтобы им было тепло, комфортно, чтобы они выжили. То есть продлить чью-то жизнь. И в один прекрасный день, это все длилось недолго, даже меньше месяца, можно сказать, мы приходим. А так как мы были накануне очень поздно ночью, это буквально было, возможно, около 2 часов ночи, вот так где-то, придя рано утром, щенки оказались отравлены. Они валялись просто везде. Это была страшная картина на самом деле. Земля была усыпана вот этими трупами щенячьими. Это была страшная картина, и я впервые видела, когда собака плакала. Это я вам серьезно говорю. У нее был такой взгляд. Естественно, она, возможно, не полностью осознавала, что произошло, но они очень хорошо чувствуют. И она просто сидела, заблокировав вот одного щенка, мы не могли его достать, она не понимала, почему он лежит и не двигается. Она его пыталась вылизывать, пыталась как-то вот тыкала его носом, то есть она не понимала, в чем дело, но подбегая то к одному, то к другому, видимо, чувствовала, что что-то не то происходит, что-то тут, ну, неладное, мягко говоря. Когда я пошла искать их, то есть обнаружив вот 2 рядом, я пошла смотреть, ну, соответственно, они маленькие, и далеко убежать они не могли. Видимо, когда их отравили, у них случился вот этот приступ, и они начали разбегаться, кто куда. Потому что умирают они действительно страшной смертью, когда отравлено животное, это смотреть просто невозможно. Все эти щенки оказались на территории храма. И вокруг это сделать никто не мог, потому что очень много людей, проходивших мимо, постоянно кто-то что-то приносил, еду какую-то и так далее. Но недовольство высказывало именно вот руководство этого храма, так называемого. Я пошла, подобрала этих всех щенков, собрала их и подходит ко мне батюшка, вот в рясе, вот в этом во всем своем святейшем одеянии, и говорит, что, мол, что это такое, почему тут на территории храма, около храма портит вид вот та самая будка какая-то, которая вообще в принципе не должна там находиться, и это все портит вид. На что я ему напомнила, что он все-таки священнослужитель, и он должен людям как бы прививать добро, милосердие, обучать их праведным делам, добру. На что он так, знаете, ухмыльнулся, мол, и повернулся так и
пошел петь какую-то песню, собирать на пожертвование, точнее, с этим же вот своим лицом непоколебимым. И, естественно, мы начали это все вот как-то убирать, и понятно, кто это сделал. И как мы поняли, что это они, вот эта та самая бабушка, она не раз жаловалась на то, что к ней подходили и говорили, что, мол, это такое, почему именно здесь, это все не нужно, пусть они куда-то идут, куда хотят, и вообще это все, там надо вызвать службу, пусть они эту проблему решат, устранят их и так далее. То есть были уже предпосылки такие. Поэтому после этого я больше не хожу, когда даже было такое, вот, скажем так, возможность такая была, я уже не ходила, не посещала подобного рода заведения, потому как для меня стало все понятно. И до этого был тоже такой случай, моя близкая, ну, скажем так, вот, знакомая рассказывала мне такую историю, что как-то она перед экзаменами, ну вот так заведено, не знаю, какое-то есть суеверие, что перед экзаменами нужно исповедаться, причаститься и так далее. И вот она пошла впервые за все время и не зная, как это все происходит, то есть подошла, пришла ее очередь, так скажем, да, как это вот происходит, не как вот тут, да, то есть тут все по-другому происходит, вот это вся, скажем так, весь этот ритуал, там все по-другому происходит, и она вот пришла, и он ей там какой-то вопрос, не буду сейчас сочинять, какой именно, какой-то он ей вопрос задал, на который она не смогла ответить. Она говорит, я просто растерялась, я впервые, и я ожидала, что он мне поможет. Да, вот этот священник или поп, как там, раскрыть там свои все проблемы, там что-то рассказать, а он ее просто выгнал. Он сказал, иди, подумай, и когда подумаешь, тогда придешь. Просто выгнал ее, просто, можно сказать, припроводил даже. И она мне поделилась со мной, что больше, мол, я туда ходить не буду. Я еще тогда, честно, удивилась, думаю, почему вот он так повлиял, да, на ее мнение, как бы поставил ей блок, человеку поставил блок, что, ну, вот желание отпало ходить вообще в подобного рода заведения. Ну и вот после этой ситуации, конечно, понятно, что это тоже хороший, очень наглядный пример для того, чтобы подумать вообще, а есть ли там люди, которые могут чем-то помочь кому-то, советом, там, делом, кого-то избавить от каких-то грехов, выслушать и так далее. И даже учитывая то, как мне рассказывали, собирают вот эти неиспользованные свечи, незажженные, собирают их и перепродают, это уже о чем-то говорит, да, о том, что, ну, все очень там схвачено и как-то слажено, да. Поэтому вот такой момент, и каждому нужно вообще задумываться над своими поступками и действиями. Вот такой разговор. Пишите свое мнение. На сегодня все. До новых встреч. Пока-пока.